Всем добрый день! Сегодня мы с вами пройдем очень красивую воздушную подвижную укладку, которая подойдет практически всем. То есть, смотрите, мы сделаем красивые воздушные локоны, и когда Кристина пойдет у нас гулять, она сможет их перекидывать в любую сторону. У нее не будет эффекта залакированности, укладка будет подвижная. Что нам для этого нужно, я вам сейчас объясню, покажу. Все стайлинги и инструменты. Итак, в качестве стайлингов на прикорневую зону, чтобы поднять корни, нам понадобятся либо пенки, либо муссы, либо сухие лаки. Также можно, конечно, применять и жидкий лак, если волосы очень тяжелые. У меня у Кристины волос пластичный. Мы, как правило, берем для показов светлые волосы, блондинок, чтобы быстро и правильно показать технику. Поэтому я буду применять любимое свое средство – спрей для придания объема волосам от Тиджи. Очень хорошее средство, мелкодисперсное. Мы будем наносить на прикорневую зону и далее будем высушивать это на фен. Чуть позже я покажу. Так, если волосы у нас тяжелые, мы можем применять пенки сильных фиксаций, как вот здесь у меня от Капус. Не обязательно применять Капус, можете применять любую другую фирму. Самое главное, если волосы тяжелые, нужно будет из распылителя слегка корни намочить и втереть прям в корни эту пенку. Все. Дальше. Если волос очень тяжелый и у вас нету под рукой пенки либо мусса, можно применять лаки. Но лак лучше брать подвижных фиксаций, как, допустим, у меня здесь Капус. То есть мы наносим и высушиваем на лак. А к чему я это говорю? Вы это запомните, вам поможет при работе с разными типами волос. Как я буду двигаться расческой? Везде одинаково, на всех практически волосах, примерно одинаковый такой момент. Но единственное, вы запоминаете, для тяжелых волос можно поднимать корни на лак, можно поднимать на пенки, с сильной фиксацией, с сильным объемом, и можно поднимать на жидкий лак. Если волосы пластичные, то вполне хватает муссов с несильной фиксацией. Дальше. Что нам еще понадобится? Нам понадобится пудра и сухой шампунь. Многие полагают, что это средства одинаковые, что они родственники. Но тут знаете, как можно сказать? Родственники, но так, отчасти, не сильно. То есть, что делает у нас сухой шампунь? Сухой шампунь скрадывает излишнюю влагу. Вот невеста у вас танцует, либо выпускница, она потеет, жарко на улице, впитывает в себя лишнюю влагу, и прическа, укладка дольше остается воздушной и такой чистенькой, свежей. Что же сделает пудра? Пудра у нас это стайлер, она хорошо держит корни, она их хорошо поднимает, но ее нельзя перенаносить очень аккуратно, иначе даже вот знаете, перенанесешь, даже пальчики могут застрять, и вы уже ничего никуда перекинуть не сможете, то есть подвижности у вас такой не будет. Дальше. Что касаемо уплотнителей волос. У нас Кристина, смотрите, блондинка, еще раз повторюсь, волосы удобные. То есть я буду применять праймер для волос. Он выступает в качестве термозащиты и слегка уплотняет волосы. Если же волосы натуральные, тяжелые, детские, то лучше, конечно, волосы уплотнить либо можно пенками, опять же, можно муссами, но есть еще уплотнители у разных фирм. Можете посмотреть, кому на чем удобнее работать. И спрей-воск. Спрей-воск, как правило, для воздушных таких небрежных форм я применяю от Osis, Schwarzkopf. Это спрей-воск, у которого есть небольшая степень фиксации. О чем это говорит? То есть он слегка уже подфиксирует. Есть и эффект такой вот легкости, воздушности, подвижности. И то же самое он сразу параллельно работает на чистоту. Это тоже очень хорошо. Можно работать, конечно, и спрей-блесками, и в комбинации спрей-блеск плюс спрей-воск. Но работать самое главное издалека, слегка покрывая такой вуалью. Иначе у вас просто лак, который вы наносили, может разъесться. И укладка просто утяжелится и упадет. Так, дальше идем. Расчесочки. Для поднятия прикорневой зоны мы будем применять скелетную расческу. Их на самом деле два вида, но мне это более удобное. Дальше. Для вычесов каких-то, для разделений мы будем применять вот эти две расчесочки, для подправления каких-то элементов. И плюс расческу с широкими зубцами.
Для вычесов локонов, для формирования каких-то элементов я буду применять вот эти расчески. Самое главное в этих укладках – это расческа с широкими зубцами. Смотрите, какая красивая. Что мы будем ей делать? Как только мы все накрутим, у нас модель горизонтально голову опустит, и мы хорошо все ей вычешем. То есть в данном случае расческа это просто необходимо и обязательно. Накрутку я буду вести на 38 диаметр. Почему 38? Я хочу задать легкие волны, и я хочу сделать, знаете, такую аналогию укладки на брашинг, то есть чтобы они были очень воздушные и большие линии. И также, само собой, я буду применять фен. Фен у меня самый обычный дивалевский. Будем укладывать корни на фен. На этом мы с вами завершаем всю вступительную часть и переходим уже к показу, как поднять прикорневую зону на волосах. Перед укладкой для придания объема я нанесу в прикорневую зону мусс для придания объема волосам от фирмы Tigi. Это очень хорошее средство, которое распыляется дисперсно и при укладке хорошо поднимает корни. Я рукой прикрываю зону лица модели и порядно, рядами я разделяю, как видите, шириной примерно в 2-3 см, наношу на прикорневую зону. Я не тороплюсь, я не пропускаю никакие ряды, мне нужно интенсивно все хорошо проработать, от этого зависит качество укладки. Прорабатываю я все волосы по всей голове. Сначала одну сторону, потом другую сторону и зону затылка. Далее мы начинаем работать с феном. Для того, чтобы принять корням объем, мы сначала высушиваем корни в противоположном направлении и далее, спружинивая скелетной расческой, начинаем поддувать феном. Обратите внимание, как я спружиниваю расческой волос и параллельно с этим направляю фен. Благодаря этому у нас получается очень хороший воздушный объем. Если же вы работаете с тяжелыми волосами, то корни вы можете приподнять с помощью любой пластичной пенки. Такие пенки есть практически во всех профессиональных фирмах. Самое главное, что вам нужно будет сначала намочить из распылителя волосы, корни волос, и далее уже ручками втереть пенку в корни волос. Вот смотрите, здесь подробно прям видно, как я спружиниваю и параллельно высушиваю корни. Получается большой воздушный объем. Так мы работаем по всей голове. Обратите внимание, что я провожу не один раз расчесочкой, да, я работаю много-много раз, работаем быстро, и тут очень важно, чтобы вы модель не обожгли. Старайтесь вообще своих моделей беречь, тем более модели они на вес золота. Особенно блондинки. И особенно если волосы тонкие. Когда волосы тонкие, девочка очень хорошо чувствует любое тепловое воздействие. Вот опять же я высушиваю в противоположном направлении и уже приподнимаю корни, спружинивая скелетной расческой. Для удобства можете попросить модель наклонить голову. Далее мы должны порядно нанести в прикорневую зону пудру. Пудру я взяла пластичную, не сильной фиксации от фирмы Constant Delight. Для чего нам нужна пудра? Нам нужна жесткость в прикорневой зоне, чтобы хорошо держался тот объем, который мы поставим. Плюс ко всему, девочка будет перекидывать вот эту укладку в процессе дня со стороны на сторону. Она будет танцевать, двигаться. Прическа будет очень пластичная, но несмотря на пластичность, она будет хорошо профиксирована в прикорневой зоне. Ряды я не пропускаю, обратите внимание, все ряды я беру прям подряд, шаг за шагом. Также я прорабатываю височно-боковые зоны, ничего не пропускаю. Очень важно пользоваться именно таким вот пузыречком, чтобы распыление было равномерное. Как только нанесли пудру в прикорневой зоне, я начинаю лапками все хорошенечко массировать в кожу головы, чтобы, опять же говорю, равномерно распределить пудру и раскрыть ее. Это самый любимый момент моделей.
Далее мы начинаем переходить к делению. Я выделяю теменную зону по лобным впадинам, либо по наивысшей точке брови и вырисовываю на затылочную зону треугольничек. Всю эту территорию мы будем крутить на объем. Далее боковые линии я разделила на 6 частей, с одной стороны 3 и с другой стороны 3. Если волосы тонкие, если объема мало, можете разделить всю боковую линию на 4 прядки. Перед накруткой для начала я проработаю прядку праймером от Sephora. Праймер выступает в качестве термозащиты и слегка уплотняет волосы. В данном случае мне сильно уплотнять волос не надо, так как он и так пластичный. Далее я хорошо вычесываю, чтобы распределить средство и чтобы оно успело испариться перед накруткой. Вычесываю, обратите внимание, очень хорошо наверх. Все волоски плотненько-плотненько. Очень важно, чтобы объем был у лица, перед накруткой вычесать прядь наверх. Смотрите, как я тщательно это не делаю. Специально не стала ничего вырезать. Вычесала. Дальше я приступаю к накрутке. Плойка у меня 38 диаметра, и включила я ее на 200 градусов, чтобы хорошо прогреть прядь. Для начала мы должны очень хорошо прогреть корни. Обратите внимание, как я это делаю. И дальше я уже перехожу к накрутке ленточным методом. Ленточный метод очень хороший метод, он хорошо выглаживает прядь и благодаря тому, что кончики заходят в последнюю очередь в плоечку, то есть на них наносится минимальный урон. Как только я накрутила, я держу прядь, покуда она не станет горячей. Вы можете даже вот так вот трогать и проверять. Не ленитесь, ждите, пока прядь хорошо прогреется. Это очень важно для стойкости вашей укладки и для хорошего завитка. Спускаем. И обязательно прядку крепим на клемму, чтобы она у нас остыла в таком положении. Клеммы крепим грамотно, чтобы не было заломов. Далее переходим мы к второй пряди. Вторую прядь мы будем крутить также на объем. И обратите внимание, перед накруткой я также хорошо прорабатываю праймером для волос. В случае, если вы работаете с тяжелыми волосами, с непластичными, есть много разных уплотнителей от других фирм. Если, конечно, у вас под рукой нет уплотнителя, вы можете слегка проработать прядку сухим лаком. Вычесываю все грамотно наверх. Аккуратно, аккуратно каждый волосок. Далее я опять беру плоечку. Прогреваю прикорневую зону. Вот здесь очень аккуратно, не обожгите ушки вашему клиенту. Так, берем на объем. Обратите внимание на объем. Это когда у нас плойка находится снизу прядки, а придерживающий момент сверху. Прогреваем прядь и приступаем к накрутке. Смотрите, я приоткрываю, придерживающий момент. Для чего? Чтобы не тянуть волосы, чтобы клиенту было комфортно. Не торопимся. Хорошо, хорошо прорабатываем каждый участок нашей пряди. Опять же я щупаю прядь и смотрю, чтобы она хорошо прогрелась. Далее спускаем, и опять же я поставлю на клемму. Повторюсь, очень аккуратно, грамотно ставим клеммы, чтобы у нас не было заломов. Смотрите, я ее слегка поправила и снова закрепила. То есть я не тороплюсь, я не ленюсь. Далее приступаем к накрутке третьей прядки. Эту прядь я уже проработала праймером, как и в предыдущих прядках. И приступаю к накрутке не на объем, то есть у нас плоечка находится сверху прядки, а придерживающий момент снизу. Прокручиваю и оттяжку я веду к плечу. Прокрутила, держу и жду, пока опять у меня прядь хорошо прогреется. В случае, если вы работаете с тяжелыми волосами, лучше, конечно, диаметр выбрать поменьше, либо сделать укладку на утюг. Спустила
и опять закрепляю клеммой. Когда я приступаю ко второй стороне, то я буду также крутить 2 прядки на объем и 1 прядку не на объем. Теперь обратите внимание, вот мы приступаем снова к накрутке. Я прогрела корни, и дальше я начинаю хвостик прядки перекидывать направо. Это чтобы направление накрутки у меня было как и с другой стороны. Единственный момент, на видео выглядит, как будто я делаю это тяжело. Не переживайте, я делаю это так, чтобы не закрыть рукой камеру. На самом деле это несложно. Накрутили. Выдерживаем и ждем, пока прядь прогреется. Далее накручиваем следующую прядку, крутим ее также на объем. Хочу заметить, что у меня по боковым линиям 6 прядей. Если бы волосы были тоненькие, то я бы разделила всего лишь на 4 пряди. То есть лицевые зоны я бы накрутила на объем, а затылочные зоны я бы накрутила не на объем. Вычесываю наверх, плотненько, плотненько, не тороплюсь, все шаг за шагом. Вы должны понимать, что в тот момент, когда вы учитесь, когда вы только начинаете делать, и вообще в любой момент, когда вы хотите сделать качественно, торопиться не нужно. Так, прогрели корни. Опять я перехватываю прядку. Смотрите, в правую сторону хвостик, чтобы опять у меня накрутка была как и с другой стороны. Перехватила. И слегка приподнимайте придерживающий момент, чтобы вашей модели было комфортно. Ждем, пока прядь прогреется. И также будем ставить на клемму. Далее я приступаю к накрутке самой последней прядки. Мы крутим ее не на объем. Опять же я проработала праймером и хорошо вычесала. Оттяжку, обратите внимание, я опять же веду к плечу. Все, прядь у нас прогрелась, я ее ставлю на клемму. Далее приступаем к накрутке теменной зоны. Мы ее делим на 2 части. Первую часть, смотрите, я на видео отделила по наивысшей точке головы. Это у нас территория пойдет на накрутку прядок, которые будем выкладывать у лица. То есть это самые главные торжественные 2 прядки. Всю остальную часть я разделю горизонтальными проборами и буду крутить на объем. На проборы я разделяю так, чтобы у меня каждая прядка по густоте, по толщине была примерно такой же, как и те пряди, которые мы крутили в височно-боковых зонах. Наносим праймер и хорошенечко вычесываем нашу прядку. Вычесываем в вертикаль, строго наверх. И чтобы была у вас хорошая натяжка и хороший вычес от самих корней.
Далее я беру плоечку и ставлю ее на объем. Прогреваю корни и перехожу к накрутке. Протянула, накрутила. Протянула, накрутила. Выдерживаем и ждем опять, пока она прогреется. Спускаем и ставим на клемму. И далее я уже перехожу к накрутке следующих прядок. Их я также выделяю по горизонтали и смотрю, чтобы у них густота была похожа на предыдущие прядки. Нанесла праймер, хорошенечко вычесала. Не ленитесь вычесывать, не торопитесь накручивать. Очень важно, чтобы средство было хорошо распределено и чтобы оно хорошо пропиталось, чтобы не было никаких мокрых элементов, не было именно мокрых моментов. Прогреваю корни и приступаю к накрутке. Сильно не поднимайте прядь. Смотрите, я слегка растягиваю плоечку на сантиметров 5 максимум. То есть мы не делаем так, что схватили, растянули до кончиков и наматываем. Мы работаем ступенчато. Протянули, намотали, протянули, намотали. Рабочий момент движения максимум 5 сантиметров. Опять же я прядь спускаю и ставлю на клеммы. Это очень удобная, быстрая накрутка. Не обращайте внимания, я делаю ее медленно. В случае работы с клиентами, если еще вы мастер по макияжу, очень удобно накрутить. Это занимает примерно 15-20 минут вместе с укладкой. И далее приступить к макияжу. Далее также работаем со следующими прядками. Опять же я выделяю равномерно по горизонтали. Смотрю густоту и начинаю наносить наш праймер. Не обязательно покупать те средства, которыми я работаю. Возможно, вы работаете другими стайлерами, которые вам очень-очень нравятся. Взяла плоечку, прогрела корни и накручиваю на объем. Как видите, здесь идет работа по аналогии. Главное не пропускать никакой момент и главное хорошо вычесывать и хорошо прогревать пряди. Прогрели, дальше я спускаю и опять же поставлю эту прядку на клемму. И также прорабатываю самую последнюю прядку. Праймер. Вычесываю. И приступлю сейчас к накрутке. Для чистоты уже на этом моменте, зачем я говорю, хорошо все прочесываем. Для чистоты вы должны уже здесь хорошо пригладить все пушки. И уже завершить вот это разглаживание именно накруткой на плойку. Это мой любимый метод накрутки. Потому что после такой накрутки всегда в прическе есть чистота.
Опускаем и опять ставим нашу прядку на клемму. Дальше мы с вами переходим к накрутке двух прядок у лица. Я разделила наш прямоугольничек по диагонали. И обратите внимание, я при накрутке буду крутить прядку так, чтобы у меня кончик уходил направо. Смотрите, я вот праймер нанесла, распределила, прогреваю корни. Решила еще раз вычесать, чтобы было еще чище. Как видите, я не ленюсь. И увожу кончик направо. Сейчас объясню почему. Вот если мы на нее смотрим прямо, нам модель сказала: я хочу, чтобы у меня рабочая сторона была левая. То есть если мы смотрим на нее прямо, для нас это правая. Поэтому и кончик я увела направо, то есть всю выкладку я буду вести направо. Для модели это налево. Если бы нам модель сказала, что она хочет увести всю выкладку на правую для нее сторону, то я бы накрутку вела в противоположную сторону. Это очень важно. Закрепляем прядку так. Вот смотрите, я здесь так закрепляю, чтобы она мне дальше не мешалась. Следующую прядь я также прорабатываю праймером. Волосы таким моделям, конечно, нужно беречь, поэтому обязательно работаем термозащитой. Вычесали и приступаем к накрутке. Опять беру плоечку. Прогреваем прикорневую зону и увожу накрутку кончиком направо, потому что туда я и буду выкладывать вот две свои торжественные большие линии. То есть кончик при накрутке уводим всегда в ту сторону, которая у модели рабочая. Далее, как только у нас прядки все застыли, мы для начала прорабатываем сухим шампунем прикорневую зону. И далее будем все эти прядки спускать. Для чего сухой шампунь? Он в комбинации с пудрой очень хорошо работает, и прическа дольше продержится свежей. Спускаем аккуратненько все прядки, сохраняя при этом направление завитка. Далее я прорабатываю наши волосы спрей-воском от Оси Шварцкопф с небольшой степенью фиксации. Модель же в этот момент я прошу максимально горизонтально наклонить голову назад. Чем более она горизонтально наклонит, чем сильнее наклонит голову, тем пышнее будет укладка. Беру расческу с широкими зубцами и хорошо прочесываю, самое главное, от корней, чтобы соединить все наши проборы, которые мы делили при накрутке. Смотрите, как я интенсивно хорошо вычесываю. Не бойтесь вычесывать. Уже обратите внимание, образуются красивые локоны, красивые именно небрежные локоны, которые так и любят клиенты. Интенсивно, интенсивно от корней и кончики. Далее я пальчиками хорошо втираю два средства в корни головы. Втираю сухой шампунь и пудру, чтобы хорошо, грамотно их вместе распределить. Далее я делю на две части все волосы, прошу модель поднять голову и выкладываю волосы на плечики. В случае, если у вас версия не рекламная, не лицевая, само собой, на спинке надо тоже волосы оставить и красиво разложить. Как только
Вы разложили волосы, вы начинаете прикидывать правильный объем. Только работать очень важно с зеркалом. В данном случае я повернулась к камере, чтобы вам было хорошо все видно. Вот сейчас обратите внимание, я вытягиваю главную линию, самую главную торжественную прядку, и она от пробора у меня идет круглой формы. Это очень важно, потому что это чуть ли не ошибка всех. Дальше я вытягиваю вторую линию. И обратите внимание, у меня все прядки очень пластичные. То есть на данном этапе я лак обрызгаю чуть-чуть, чтобы сформировать такие наметки на линии красивые. В случае, если вы лаком перельете, то вы уже, возможно, ничего изменить не сможете. Дальше я начинаю формировать третью прядку. Очень красиво, когда у вас главные прядки, смотрите, начиная с первой, идут все меньшего радиуса. Первая была у нас самая большая, далее поменьше, и вот сейчас я раскладываю третью прядку. Как только я разложила наверху главные линии, спускаюсь пониже и тоже задаю изгибистый узор. Дальше мы с вами переходим к тем прядкам, которые у нас лежат на плечике. Для начала я их расчесываю и начинаю вытягивать прядки по направлению нашего изгиба. Вытянула и слегка закрепила лаком. Зачем слегка? Чтобы я могла что-то переделать и вычистить свои прядки. Для работы в этой зоне очень хорошо подходит именно расческа-вилочка. Она позволяет идеально все вычистить. Не переживайте, если вы новичок и у вас не сразу получается грамотно фиксировать пряди. Все это дело наживное. Укладку, как правило, нужно сделать около 10 раз. Далее я растягиваю кончик и начинаю, смотрите, прям по плечику аккуратненько вычищать скелетной расческой. Я прочесываю грамотно, я не тороплюсь. И далее уже растягиваю свои узоры по направлению завитка. Старайтесь сделать элементы пошире. Лучше сначала сделать массивные элементы, и если вам не нравится, что-то где-то заузить, нежели не дотянуть, перелакировать и потом уже ничего вытянуть не сможете. С другой стороны, обратите внимание, я работаю также. Растянула по изгибу, зафиксировала лаком. И дальше уже, если мне нужно, начинаю подчищать линии и работать с кончиком. Очень часто я смотрю, что мастера ленятся вычищать именно кончики. Все линии очень красивые, а концы могут вам испортить всю картину. Вот такой большой у нас элемент получился с одной стороны. Далее перехожу к второй стороне. И начинаю также выстраивать воздушные линии по направлению завитка. У лица, смотрите, я прядку вела от лица, то есть я лицо открыла. В случае, если вашей клиентке некомфортно, вы, конечно, можете изгиб увести на лицо. Но в этом случае, конечно, вам надо было сразу с клиентом это дело обговорить и накрутить прядку в этой зоне не на объем изначально, а от лица. Смотрите, как легко у меня тянутся линии. Все благодаря тому, что лаком я фиксирую совсем чуть-чуть. И также у меня очень мало спрей-воска, то есть линии не склеиваются. Лаком в данном случае я работаю капус. Капус у него очень пластичная фиксация именно у белого, и он не дает налет.
Дальше я спускаюсь кончиком и, подобно первой стороне лицевой, также прорабатываю и растягиваю линии по направлению завитка и фиксирую небольшим количеством лака. И также прорабатываю все кончики. Еще раз повторюсь, изначально, когда я перехожу к прядке и думаю, какой узор разложить, я смотрю направление завитка, я прикидываю растяжку, если меня устраивает, я уже слегка фиксирую лаком, далее я подчищаю, и далее уже, как только я почистила и узор меня устраивает, я фиксирую лаком посильнее. То есть пока вы работаете наметками и выстраиваете линии, ни в коем случае сильно не лакируйте. Я неспроста вам повторяю это уже в какой раз, думаю, в 5-й. Это вы должны запомнить, это очень-очень важно. С этим я сталкиваюсь на каждом мастер-классе, это ошибка многих. Укладка эта очень пластичная, единственный ее минус, она не очень стойкая. Для вечеров, для вечеринок, для фотосессий она подходит, но если у вас невеста с тяжелыми волосами, если погодные условия такие, что снег, дождь, очень сильный ветер, конечно, нужно делать укладки более стойкие, с начесами, с гофре, с пудрами и с накрутками, которые делают укладки более стойкими. И опять же, обратите внимание, я кончики сделала массивными, я их хорошо растянула. Это та самая рекламная выкладка. В данном уроке я постаралась весь упор основной увести на выкладку у лица, поэтому я все волосы выложила модели на лицо. В случае, еще раз повторюсь, если у вас клиент, само собой, вам надо вывести волосы не только на лицо, но и оставить прядки на спинке. И таким же методом, следуя изгибам завитка, выложить на спинке. Вот смотрите, какая красота у нас получилась. И вот смотрите, я сейчас подправляю, последние штрихи, фиксирую лаком. Лак стойкий я не брала, чтобы укладка была очень пластичной. И все, готовлю уже модель к фотосессии. Ну что, мы с вами завершили укладку. Укладка получилась очень торжественная, красивая, большими воздушными элементами. Нету эффекта склеенности. Надеюсь, вам наш урок понравился. Вы обязательно все отработаете, и ваши клиенты будут тоже довольны. И до встречи на следующих уроках.